Дети часто покоряют сердца взрослых своим чувством удивления и восторга, но иногда это удивление подвергается сомнению, когда они совершают какие-то странные поступки. Это был случай с одним мальчиком, у которого что-то застряло в ухе, но здесь есть странный поворот событий. Маленький мальчик, по одному ему известным причинам, засунул карандаш себе в ухо, и тот неизбежно застрял. Но в этом есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Многие маленькие дети из любопытства берут случайные предметы и пытаются засунуть их себе в нос, уши или глаза. Причина этого в том, что дети познают окружающий мир, экспериментируя с помощью прикосновений. Мальчиком с карандашом в ухе был Льюис Кинг, и он уже не был малышом. Его бедная бабушка была потрясена, увидев, что он сделал. Если ребенку меньше 4 лет, то он обычно засовывает что-нибудь в рот, уши или глаза. Хотя большинству из них меньше 4 лет, у некоторых эта привычка сохраняется гораздо дольше, как, например, у Льюиса. Чаще всего в нос или ухо засовывают еду. Но Льюис выбрал не еду, а маленький огрызок карандаша. Ему было довольно легко засунуть кусочек карандаша в ухо, но, как он вскоре выяснил, вытащить его оказалось гораздо труднее. Пока мама Льюиса была на работе, за ним присматривала бабушка Шейла. Эта ситуация произошла в тот день, когда он был с бабушкой. Шейла подумала, что сможет относительно легко присматривать за своим гиперактивным внуком, но она не знала, насколько все может выйти из-под контроля. Когда Льюис рассказал своей бабушке о случившемся, она сразу же замерла и поняла, что не может вымолвить ни слова. Это было не просто беспокойство о том, что случилось с ее внуком. Она знала, что ей придется рассказать об этом его родителям. Она никогда не хотела, чтобы что-то пошло не так, пока она наблюдала за ним. Дочь Шейлы не простила бы ей, если бы с Льюисом что-то случилось, пока он был с бабушкой. Конечно, с Льюисом что-то случилось, когда он тихо играл с книжкой-раскраской в своей спальне. Бабушке следовало прислушаться к своей интуиции и проверить, почему он такой тихий. Если бы она только понаблюдала за ним повнимательнее, этого бы никогда не случилось. Но за 10-летним ребенком трудно уследить. Проблема привлекла внимание Шейлы только тогда, когда ее внук пожаловался на боль в ухе. Если бы Льюис промолчал, последствия были бы гораздо серьезнее. Шейла осмотрела его ухо, но без какого-либо оборудования. Шейла была в панике, и это передалось мальчику. Теперь он понял, насколько это страшно, когда в голове что-то застряло. Шейле пришлось чуть ли не держать его за запястье, когда он попытался ударить себя по голове, чтобы выбить этот предмет. Но паника только усугубила ситуацию. Шейла поняла, что ей придется отвезти внука в больницу прямо сейчас. Старушка вошла в двери больницы, держа мальчика за руку. В этот момент Льюис разрыдался. Он не знал, что он с собой сделал и какие проблемы это повлечет за собой. То, насколько напряженной и серьезной была ситуация, заставило его запаниковать еще больше. Им не пришлось долго ждать, пока доктор выйдет и что-то скажет. Врачом, который помог им, был Филипп Рассел. Осмотрев ухо Льюиса, он начал подбирать инструменты. Ухо Льюиса было полностью заблокировано карандашом. Мальчик все еще испытывал страх, что усложняло работу врача. Это заняло некоторое время, и доктор не мог сказать ничего положительного. Карандаш так глубоко зашел в ухо Льюиса, что потребовалось гораздо больше времени, чем кто-либо ожидал, но в конце концов доктору Расселу удалось почти невозможное. Он велел Льюису не двигаться, пока тот извлекал опасный предмет из глубины ушного канала мальчика. Когда предмет достиг отверстия в ухе мальчика, все были ошеломлены. Это совсем не было похоже на карандаш. «Вы хорошо поработали. Вот что я вам скажу»,
прокомментировал доктор Льюису. Его бабушка смотрела на это и в смятении качала головой. «Это все или только часть?» — спросил доктор, и Льюис решительно ответил, что все. Но доктора не удовлетворили слова ребенка. «Давайте еще раз посмотрим на ваше ухо», — сказал Рассел. Он снова приподнял голову мальчика, чтобы завершить осмотр, но то, что он увидел внутри, заставило доктора почувствовать себя очень неловко. В докторских щипцах балансировал крошечный круглый и довольно широкий предмет. Льюис, почувствовав некоторое облегчение в голове, повернулся, как только его извлекли. Все в комнате посмотрели на этот неприятный предмет, и озадаченные взгляды перешли с доктора на бабушку. А затем они посмотрели на Льюиса. Казалось, его не слишком беспокоило, что в его ухе на самом деле был не карандаш, а целая батарейка. «Вы уверены, что там был карандаш?» — спросил доктор. И внезапно Льюис перестал быть уверенным. Держать карандаш в ухе достаточно опасно, и риски очевидны, как объясняет доктор Рассел. В худшем случае он подхватит глубоко укоренившуюся инфекцию, которая может повлиять на его слух, равновесие, координацию, а если не лечить ее достаточно долго, он может даже оглохнуть. К счастью, квалифицированный врач смог обнаружить и полностью удалить инфекцию. «Я не вижу вашей барабанной перепонки, а это значит, что ее нет. Это значит, что вы проделали в ней дыру. В таких случаях такое может случиться», — сказал доктор, обращаясь к расстроенной бабушке. «Мы не занимаемся ее восстановлением. Перепонка восстановится сама собой». К счастью для Льюиса, барабанная перепонка очень похожа на кожу и должна отрасти естественным образом в течение 6 недель. Теперь и бабушке повезло. По словам Льюиса, карандаш застрял у него в ухе не в тот день, а на целую неделю раньше. Должно быть, у мальчика начало болеть ухо, или он просто забеспокоился, что его собственные попытки вытащить предмет только загоняют его еще глубже. В любом случае, бабушка была в безопасности, поскольку ничего этого не произошло при ней. Откуда он мог это взять и как это туда попало, я не знаю, призналась Шейла. Нет ничего необычного в том, что дети засовывают что-то себе в уши или нос, но что необычно, так это то, что вы думаете, что засунули себе в ухо довольно большой предмет, например, карандаш, а на самом деле это маленькая батарейка. И хотя карандаш кажется очень острым и колющим, на самом деле он не опаснее, чем батарейка. Из батареи, оставленной без присмотра, может вытекать кислота, что может серьезно осложнить ситуацию. Поэтому врач спросил, были ли другие предметы, которые мальчик засовывал себе в нос или в ухо, и которые ему удавалось вытащить самостоятельно. Или бедный маленький Льюис просто боялся, что у него будут неприятности из-за батарейки, а не из-за карандаша. Не похоже, что в ближайшее время он раскроет какие-либо из своих секретов, но мы надеемся, что он усвоил ценный урок, хотя бы ради бедной старой бабушки. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.